Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и жутких программах будущего на концертных шоу Beyoncé Renaissance World Tour. 10 мая 2023 года в Стокгольме состоялся первый концерт Beyoncé в рамках грандиозного мирового тура под названием «Ренессанс». Последний раз королева иллюминатов гастролировала 7 лет назад, а потому ее поклонники с разных городов мира спешно раскупили билеты еще задолго до начала мероприятия. Тур Beyoncé продлится до конца сентября и закончится в Новом Орлеане. Каждый концерт артистки сопровождается грандиозным шоу. Его визуальные образы содержат массу известной символики. Некоторые же моменты представляют собой негативную программу будущего, которая притягивается в нашу жизнь за счет внимания и одобрения публики. Символизм начинается с названия тура Beyoncé. Ренессанс означает возрождение. Вот только, судя по шоу певицы, возрождаются и обретают власть именно темные силы. В качестве обложки к одноименному альбому и рекламному постеру мирового тура используется изображение Beyoncé на коне. Это прозрачный бледный конь, который может давать отсылку к четвертому всаднику апокалипсиса под названием «Смерть». Таким образом, весь тур артистки посвящен приближению апокалипсиса и воплощению его сценария в жизнь. Во время каждого концерта артистки за сценой устанавливается огромный экран. На первых секундах шоу на нем показывалось изображение неба и облаков. Затем часть экрана разделялась на квадраты, которые по очереди проявляли изображение певицы. На определенном моменте Beyoncé показывалась таким образом, что в кадре оставался только один ее глаз, что подчеркивало символизм всевидящего ока. После того, как открылись все квадраты, артистка вышла на сцену. На экране транслировалось сразу два ее изображения, что давало отсылку к теме двойников, имеющих для иллюминатов особое значение. По их мнению, у каждого человека существует энергетический двойник, так называемый дубль, действие которого можно научиться контролировать, если развить в себе магические способности. Конструкция между двумя изображениями певицы напоминала некий портал в иное измерение. Первая часть выступления Beyoncé прошла без особого символизма. Певица просто стояла на сцене и исполняла свои хиты. Самое интересное же началось после того, как она удалилась для смены костюма. В это время на экране запустили анимированный ролик, содержащий довольно жуткие образы. Сначала лицо Beyoncé с закрытыми глазами показалось в центре черного круга, напоминающего нимб. Вот только если у святых он всегда светлого цвета, то в случае с певицей очевидна его дьявольская природа. Далее в ролике тело Beyoncé словно становится металлическим. После этого камера перемещается в некое место, похожее на город машин из фильма «Матрица». Здесь впервые появляется фигура Beyoncé на коне, олицетворяющая четвертого всадника апокалипсиса. Следом можно увидеть сидящих спиной друг к другу девушек, из головы которых отходят провода. Возможно, что именно через них происходит откачка энергии. На следующих кадрах появляется женский силуэт с ангельскими крыльями, стоящий на ракете. Этот образ может быть намеком на ядерные удары, которые принесут миру смерть. Далее в ролике показываются разведенные ноги Beyoncé, между которыми находится огромный туннель. Зрителям словно предлагается переместиться в матку певицы. Камера следует по туннелю, после чего появляется силуэт Beyoncé. На ней можно заметить змею, символизирующую самого дьявола-искусителя. Кроме того, артистка подносит к голове руки с растопыренными пальцами, изображая корону. Подобным образом она символично показывает власть дьявола, представленного в женском обличии. Место, в котором находится Beyoncé, представляет собой лабораторию по производству биороботов. В этой связи вспоминаются недавние заявления Илона Маска о планах интеграции человека с искусственным интеллектом. Таким образом, через ролик на концерте Beyoncé иллюминаты могут сообщать о своих планах превратить людей в киборгов. В завершении видео Beyoncé появилась на сцене. Она стояла на лестнице, символизирующей ступени масонства. Над ее головой в виде нимба красовалась звезда с острыми лучами. Она напоминала корону богини магии и колдовства Гекаты. Сама певица олицетворяла киборга, наполовину состоящего из металла. Еще одной отличительной чертой ее костюма была огромная дырка в районе живота. Она символизировала отсутствие души. После исполнения Beyoncé нескольких песен на сцене появилось два робота. Создавалось ощущение, что они занимались программированием артистки, параллельно управляя ею, словно куклой.
Затем на сцену вышел человек в костюме одеяла, после чего Бейонсе уснула. Окружавшие ее в это время люди попадали рядом без чувств. Все эти образы вновь иллюстрируют планы иллюминатов относительно человечества. Представители мировых элит планируют окончательно усыпить сознание людей, загнав их в цифровую матрицу. Предварительно же население нужно чипировать и превратить в биороботов. Те, кто не захочет следовать данному сценарию, подвергнутся утилизации, о чем свидетельствуют валяющиеся на сцене люди. После песни под названием «Инопланетная суперзвезда» на экране вновь пошел символичный видеоряд. Сначала на нем появилось изображение планеты Сатурн, дающее отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. Камера словно проникает внутрь его, после чего в кадре появляется женский силуэт на ракете. Теперь она парит в космическом пространстве, а на фоне слышится обратный отсчет. Заканчивается же данный видеоряд мощной вспышкой взрыва. Все это снова представляет собой программу на ядерный удар. Далее в шоу на экране появляется изображение матричной капсулы. Внутри нее находится Бейонсе, наполовину являющаяся роботом. Один глаз ее прикрыт металлической деталью костюма, что подчеркивает символизм всевидящего ока. В целом образ артистки дает прямую отсылку к Антихристу. В завершении ролика Бейонсе в образе одноглазого киборга показывалась лежащей на шаре с матричной решеткой. Вокруг же находилось бескрайнее космическое пространство. При этом рука артистки была скована наручниками, а значит, свобода ее ограничена. Данные кадры могут символично показывать, что произойдет с людьми, если они согласятся на интеграцию с искусственным интеллектом. Сознание их будет загнано в цифровую матрицу, а слово «свобода» навсегда придется забыть. После окончания ролика на сцене появляется сама Бейонсе в новом костюме. Теперь на ее глазах надеты очки виртуальной реальности. С одной стороны, это может быть намеком на теорию, согласно которой весь наш мир представляет собой иллюзию. С другой стороны, подобным образом иллюминаты могут заявлять о своих планах загнать людей в цифровую реальность. В процессе исполнения Бейонсе очередных песен в портале появилось изображение бледной лошади, символизирующей последнего всадника апокалипсиса. Затем же на ее место выкатили огромную фигуру киборга с горящими глазами. Спустя несколько секунд его изображение сменилось лежащей на боку Бейонсе. Одета она была во все красное, что дает отсылку к так называемой Красной Королеве, стоящей во главе общества иллюминатов. Портал в центре сцены напоминал чрево певицы, внутри которого, охваченная пламенем, стояла бледная лошадь. Все это представляло собой очередной намек на скорый апокалипсис. По окончанию ролика Бейонсе вышла на сцену в новом наряде. На этот раз на ней и участниках группы подтанцовки были надеты красные широкополые шляпы, дающие отсылку к культу Сатурна. Цветовая гамма нарядов певицы и танцоров соответствовали любимым цветам иллюминатов. После очередной смены костюмов Бейонсе появилась на сцене внутри ракушки, являющейся символом смерти и возрождения, то есть цикличности жизни. На костюме артистки были изображены черные руки, вызывающие ассоциации с демоническими существами, схватившими певицу и пытающимися утянуть ее за собой в преисподнюю. После того, как артистка спустилась вниз и исполнила несколько песен, она поднялась на платформу, напоминающую летающую тарелку. К ней начали тянуться роботы, держащие веера. Впоследствии один из них оказался в руках у Бейонсе. Веер является символом вечной жизни. Таким образом, человеку предлагается обрести бессмертие через соединение с искусственным интеллектом. Наиболее символичным оказался последний ролик, показанный в перерывах между выступлениями Бейонсе. Сначала на экране появился огромный черно-белый вентилятор, напоминающий гипнотический круг. Сменила его огромная надпись «Тот, кто контролирует средства массовой информации, контролирует разум». Таким образом, зрителям предельно открыто сказали о том, что шоу-бизнес и СМИ являются главным инструментом управления человеком. Далее на экране появилось энергетическое тело, шагающее в космическом пространстве, а следом за ним человеческая голова, проткнутая прутьями. Все это символично показывает ограниченность сознания человека, которое по своей сути является свободным и не привязанным к каким-либо рамкам. На следующих секундах друг за другом появились слова «контроль разума», после чего на весь экран показался огромный глаз, символ всевидящего ока. Внутри зрачка на странной платформе вращалось изображение Бейонсе. Следом на фоне гипнотического круга с надписью «Контроль» был показан силуэт человека в позе молитвы.
Вероятно, что это намек на то, что все религии служат для контроля и управления человечеством. На последующих секундах все эти кадры чередовались с изображением американского флага. В целом данные образы открыто повествуют о месте человека в нашем мире. Практически с рождения сознание ребенка начинает настраивать на нужную волну, получая в итоге безвольного раба, готового выполнять все поступающие ему приказы. В конце ролика на экране появилось пламя и таймер с обратным отсчетом. Таким образом, зрителям словно дают понять, что до апокалипсиса осталось уже недолго. Следом показали еще один кадр, смысл которого связан с контролем человеческого разума. Это маковое поле и гипнотический круг, способствующие тому, чтобы погрузить сознание в самый глубокий сон. Тут же было показано изображение газеты, на обложке которой красовалась надпись «У Америки проблемы». Это, в свою очередь, может быть прямым программированием на соответствующие события. Прямо перед очередным выходом «Бейонсе» на экране появилось изображение нашей планеты на фоне довольно жуткого коллажа. Вперемешку с Луной, дающей отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу, на картинках были запечатлены кадры с кроваво-красным рассветом, являющимся предвестником апокалипсиса. В финальной части концерта Бейонсе появилась на сцене в костюме пчелы. Схожим образом были одеты и люди из ее группы подтанцовки. Пчела является символом роевого сознания иллюминатов, а пчелиная матка, кою изображает Бейонсе, соответствует Красной Королеве, стоящей во главе культа. На последних секундах шоу певица выкатилась на сцену верхом на бледном коне. Публика же с восторгом поприветствовала четвертого всадника апокалипсиса, словно готовясь принять его в нашей реальности. Таким образом, через концертный тур Бейонсе и иллюминатами озвучивается главная повестка на ближайшее будущее. Основными ее моментами является интеграция человеческого сознания с искусственным интеллектом и превращение людей в биороботов, повсеместное ограничение свободы и тотальный контроль разума, ядерные взрывы и разрушения на нашей планете. В финале всего этого появится четвертый всадник апокалипсиса, несущий смерть. Мы же запрещаем реализацию подобного сценария и верим только в лучшее будущее для всего человечества. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.